Всем привет, мои дорогие овны! Это ваш гороскоп на апрель 2024 года. Итак, мои дорогие овны, поехали! С 1 по 6 число у вас будет Нептун в соединении с Венерой, и они будут заходить в 12 дом. 12 дом у нас отвечает вообще за все, что такое тайное. Тут у нас проходят, кстати, тайные враги. А Венера у нас отвечает за партнерство. Возможно, вы узнаете, а еще и Нептун в соединении. А Нептун это про наш внутренний духовный мир и, в принципе, про интуицию. То есть, возможно, узнаете про каких-то тайных врагов, возможно, узнаете про какие-то измены, либо вы это все будете очень тонко чувствовать, все, что связано с вашим партнером. И, в принципе, с человеком общение с людьми, то есть тут же входят у нас и бизнес-партнеры, партнеры, с которыми мы просто общаемся, налаживаем контакты, и также наш партнер по жизни официального брака. И Нептун в 12 доме у вас тоже от с 1 по 6 число, это большой творческий потенциал. По Нептуну в 12 доме начинают писать песни, начинают сочинять стихи, сказки, в принципе, верить в что-то такое мистическое, отдавать вот этому предпочтение, либо быть в своем внутреннем духовном мире, потому что 12 дом это за наш внутренний мир, за наш духовный мир, когда охота побыть просто наедине с самим собой, порелаксировать, возможно, там помедитировать, какая-то йога, практики, вот. Итак, дорогие львы, дальше у нас будет соединение с 1 числа по 4 число, это вот параллельно тому соединению, Сатурн и Марс будет, ну, еще пока без соединения, но будет по раздельности. Оба эти планеты стоят в 12 доме. Самое сложное положение для Марса, это Марс в 12 доме, вообще он будет больше отходить от действия, хотя вы овны это такие пробивные, грубо говоря, но ваши действия в это время будут, знаете, больше нацелены на экономику, возможно, на какие-то, вы знаете, махинации, на какое-то то, что не подразумевает очень много действий, физических действий, будет такая вот лень, грубо говоря. И тут же у нас, кстати, Сатурн будет находиться в 12 доме, а это значит, что, возможно, пойдет все не по плану, нужно себя заставлять как-то держаться по плану, потому что вообще Сатурн — это такая планета, которая заставляет держать аскезу, непосредственно себя контролировать, делать все по плану. А в 12 доме она не может быть по плану, она витает в облаках, ей сложно быть по плану. Поэтому в этот период будет сложновато делать какие-то действия, именно которые вы запланируете. Итак, дальше у нас с 1 числа и вообще до самого конца месяца будет Уран с Юпитером. Юпитер — это все, что у нас расширяет, а Уран — это все, что меняет систему, меняет мировоззрение, рушит старые границы. И у вас это будет в 1 доме до 25 числа. Возможно, по 1 числу, что у вас будет расширение ваших, знаете, 1 дом — это эго, расширение вашего эго, расширение ваших границ. И, возможно, вы будете даже ломать эти границы для того, чтобы расширить себя, для того, чтобы стать более узнаваемым. 1 дом у нас отвечает за наш бренд, за то, какой мы есть человек, как мы блистаем в этом обществе. То есть, возможно, вы будете нацелены на то, чтобы себя развивать, как, знаете, как личность в публике. Возможно, вы будете себя развивать, знаете, духовно, внутренне, какие-то практики для того, чтобы расширять тот же финансовый потолок. Это будет у вас проходить до 25 числа в 1 доме, а с 25 числа это будет в 12 доме. То есть дальше у вас уже расширение пойдет во ваше внутреннее мировоззрение, во вашей духовности больше это будет меньше таких слов, как будто на публике, это будет больше про то, чтобы нацелено на самого себя. Но и также это, кстати, самопожертвование. То есть Юпитер в 12 доме, это когда очень много добровольных дел, это когда идет самопожертвование, это когда помогают кому-то, приютах помогают, то есть это все, что связано с помощью, причем помощью, которая не требует обратного какого-то отзыва, то есть это просто безвозмездная помощь. Идем с вами дальше. Со 2 числа до 26 числа у вас будет ретроградный Меркурий, он будет, кстати, в 1 доме. Да, там, где вы будете пытаться себя расширять, к сожалению, оно не будет соответствовать тому, что вы будете говорить
процессом говорения будет сложно, с процессом даже того же первого дома. Это дом своего собственного бренда, то есть тут будет очень сложно свой бренд выстраивать, сложно будет коммуникация с людьми, сложно даже понимание мировоззрения других людей. Также это будут, конечно же, какие-то ссоры, какие-то стычки, возможно, даже стычки по поводу вашей внешности, потому что первый дом отвечает также за внешность, а Овны — это, кстати, все, что за красоту, за олицетворение. То есть, возможно, вы будете сами с собой, знаете, говорить одно, а думать про другое. Допустим, вы хотите выглядеть в одном виде, а делать будете совершенно по-другому. Вот, идем с вами. Ну, также не забывайте, что в овновской стихии это импульсивные разговоры, это ораторские, это больше ссоры, это какое-то нагнетение ситуации. То есть в этот период будет сложновато до 26 числа. Дальше у нас с 4 числа до 19 числа будет уже соединение того самого Сатурна с Меркурием. Сатурн с Меркурием в 12 доме при лучшем распоряжении, это когда вы придумали свою идею и действительно ее реализовали по плану, действительно сделали то, что вы хотите. Ну а в худшем, у вас все идет наоборот, не по плану, вы не можете сконцентрироваться, вы не можете ничего сделать, у вас 12-й дом говорит, что вы витаете в облаках, и все идет не по одному месту. Вот, дальше идет у нас скопление планет приблизительно 7 по 8 число. Будет соединение Венера, Нептун, Сатурн и Марс в 12 доме. Тогда у нас уже подсоединяются к Сатурну и Марсу, который нам и так не дает делать те действия, которые мы хотим по плану. Еще соединяется сверху наша психика, наше внутреннее состояние, то, что будет нагнетенное какое-то состояние, еще и Венерка. Но Венерка, кстати, в 12 доме дает потрясающую чуйку на финансы. Поэтому все, что связано с брокерством, все, что связано с такими отслеживаниями, где можно быстро заработать, у вас на вот это будет потрясающая чуйка, она еще будет соединена с Нептуном и в 12 доме, поэтому обязательно, если вы чувствуете в что-то вложиться, вкладывайтесь, потому что это классное время. Вот, дальше у нас с 5 числа по 22 число будет соединение того же Солнца уже с ретроградным Меркурием. Когда у нас вообще Солнце попадает в соединение с Меркурием, оно сжигает качество вот этой вот планеты. А тут еще и дабл, планета в ретрограде, еще Меркурий в ретрограде. Очень яростные дни, очень сильно будете выплескивать эмоции в коммуникации с людьми, в общении с людьми будет очень рьяное такое общение, очень много ссор будет, клака, недопониманий. Вот, а потом еще это будет переходить в 12 дом, и все эти ссоры и клаки будут нацелены вовнутрь самого себя. Все ваши разговоры, они будут украшены какими-то мистическими параметрами, достаточно сложными для понимания других людей. Вот, и дальше уже 19 числа из того скопления уходит Сатурн и Меркурий из соединения. Там уже станет полегче с вашими планами с 19 числа, полегче с вашими действиями. Действия, возможно, уже будут такими более структуризированными, более действительными, то есть уже будет легче идти по плану. И дальше у вас уже, вот я сказала, что ретроградный Меркурий, он потом будет заходить в соединение с Солнцем, и Венера еще сверху с 17 числа до 24 числа будет к сожженному Солнцу, к ретроградному Меркурию добавляться планета финансов и партнерства. То есть у вас будут, возможно, ссоры, недопонимание с партнером, возможно, вы будете выяснять какие-то отношения, будете стараться делать какие-то духовные практики, они не пойдут вам на пользу, возможно, вы пойдете к психологу, тоже будет сложный процесс в этом всем, потому что солнышко сжигает все наши планетки в этот период. Кстати, и с финансами, возможно, будет проблематично в этот период, возможно, вы будете пытаться договариваться где-то с коллекторами, где-то искать пути, но это будет все очень сложно. Это с 17 до 24 числа. И потом у вас 23 числа до конца месяца Нептун в соединении с Марсом и в 12 доме. Нептун с Марсом — это когда вы тоже, да, витаете в облаках, но это больше, знаете, Марс отвечает за действия. Допустим, писать классно в этот период песни, создавать какие-то синглы, создавать какие-то проекты, продумывать эти проекты. Это же тоже за творчество отвечает. Придумывать какой-то проект, как вы будете дальше что-то реализовывать, что будет, какое наполнение в этом проекте.
как сделать так, чтобы было интересно и чтобы удержать публику в этот период времени, будет как раз-таки классно вам удерживать публику возле себя. Также это время прекрасно для того, чтобы выходить выступать, общаться с кем-то, коммуницировать. Знаете, возможно, кстати, и для практик прекрасное время для того, чтобы просто помедитировать, просто побыть для самого себя, и это будет действительно продуктивно в этот период времени. Вот, так что, мои дорогие овны, это ваш прогноз на апрель 2024 года. Подписывайтесь на мой канал, а также у меня в Инстаграм иногда проходят очень интересные разборы по финансам, разборы по отношениям. Переходите туда, по ссылочку оставлю вам внизу. Вот, так что-то всем пока-пока, целую, всем пока-пока.